не снимай, не выкладывай. Всем привет! Продолжаем тему аппликатуры. В прошлой обучалке мы научились играть 16-е ноты с использованием аппликатуры вниз, тэп, вверх, тэп. Много раз я слышал такое: как ты так быстро это играешь? Речь идет об триоле. Триоль, само собой, 16-е. Как достигается скорость при игре 16-х триолей? Если здесь найдутся суперпреподаватели или профессиональные барабанщики, то хочу сразу предупредить, я ничему сверхъестественному тут не обучаю. Я записываю минимальные обучалки, показываю я всегда то, что сам могу играть, не более. Вернемся к нашим баранам. Сегодня мы будем играть 16-ю триоль с помощью аппликатуры. Но аппликатура будет теперь такая. Давай посмотрим это на доске. Как выглядит у нас 16-й триоль. Если 8-я триоль играется, я немножко криво рисую. Если обычная триоль у нас звучит всю четверть, мы играем 3 удара. Раз, 3, оль. Можем прям так и засчитать. Первая четверть, а вот вторая. И здесь будет 2, 3, оль. Циферка 3 обозначает, что это триоль. 16-я триоль у нас получается уже не 3 удара в четверти, а 6. То есть 2 раза по 3. И выглядит это так. Прикинь. И получается у нас теперь в четверти не 3 удара, а 6. Чтобы нам это дело разогнать, во-первых, когда мы играем с аппликатурой, может быть, ты заметил, на прошлом уроке мы играли 16-е. Можем их играть быстро с помощью такого приема. Вниз тэп, вверх тэп. То есть получается, за целую четверть мы всего лишь один раз подняли руку. Вот здесь мы ее уже опускаем. Это удар вниз, удар тэп, удар вверх и удар тэп. Мы не каждый удар теперь замахиваемся, а мы делаем всего лишь тэ. А левая рука у нас вообще ничего не делает. Она делает только вот такой ударчик. Всего лишь, понимаешь? И эта тема помогает сохранять энергию. То есть ты можешь играть быстрее с помощью этого. Тебе не нужно на каждый удар теперь затрачивать кучу энергии. А как мы применим аппликатуру на 16-й триоле? Все максимально просто. Смотри, первый удар, конечно же, вниз, а второй удар, как думаешь, куда? Чтобы нам определить равномерно свои усилия, мы будем играть второй удар вверх. Третий удар, соответственно, мы будем играть тэп. И все по новой. Сейчас расскажу, что будем делать здесь по рукам. Вообще все просто. Правая рука. Насколько ты понимаешь, вот в триоле, когда мы играем 8-ю триоль, у нас удара 3, а руки 2. И поэтому каждую новую четверть мы начинаем с новой руки. Здесь система практически такая же, но мы будем начинать каждую четверть с правой руки. Вот смотри, правая рука. Это первая четверть. Левая, правая, левая, правая, левая. И можно это просто скопировать и вставить вот так еще на 3 четверти. Представь себе, ты просто эту триоль как бы уменьшил, да, и добавил еще одну триоль себе в четверть. Получается, правая у нас играет чего? Вниз, тэп, вверх, вниз. И получаем такую штуку, что мы не затрачиваем нифига энергию, понимаешь? Мы ее экономим, наоборот, теперь мы ее экономим. Вот о чем я говорю. Если ты хочешь сыграть быстро триоль, но у тебя сколько ударов в четверти получается? 6. А в такте сколько? Ты замахаешься махать руками, понимаешь? То есть это можно сыграть, но небольшое количество времени. Ну, есть, конечно, такие уникумы, но я к таким не отношусь. Я всегда за то, чтобы схалявить, понимаешь? А эта аппликатура, она как раз позволяет просто халявить. Правая идет вниз, левая идет вверх, правая играет тэп. А теперь мы просто играем все то же самое, только теперь с левой руки. То есть замах, замах, замах. То есть мы постоянно чередуем замахи. Мы не играем постоянно, не месим вот этого. Да-да-да-да. Да, я не спорю сейчас. Специалисты напишут в комментах. Ведь где-то же нужно это, конечно. Но пусть эти же специалисты мне ответят, в каком максимальном темпе они могут это сыграть. А самое главное, сколько долго они смогут это играть.
Это тяжело. Да, это пригождается этот момент тоже. Но это звучит максимально, ну вот этот сплошняк максимально невкусно. Но он тоже кое-где нужен. Но 16-й триоль с акцентом звучит интересней. Итак, давай остановимся поподробнее. В общем, максимально медленно тебе нужно сделать вот это. Начинай с позиции правая рука вверху. Ну, чисто для тренировки пока поучись так. Как мы на прошлом уроке разобрали, да, что есть удар вниз, удар тэп и удар вверх. Вот тебе нужно скоординировать эти типы удара между двух рук. В 16 ты смог, ты мне написал, что ты смог. Но с триолями немножко посложнее. В 16-х у тебя левая рука делала только вот это. А теперь ей тоже придется делать замахи. Итак. Еще один момент. Я упустил этот момент в прошлой обучалке. Постарайся, чтобы твоя рука, которая присутствует в данный момент в замахе, будь то правая или левая, не подвисала. То есть ты не делай вот так вот. Понимаешь? Старайся ее постоянно, чтобы она была постоянно в движении. Дело в том, что если ты играешь медленно, постарайся сделать просто побольше замах. У меня, кстати, нет проблем с тем, чтобы не подвисать. Я могу делать небольшой замах, но я могу распределить движение руки так, что его хватит на все время. Не старайся, когда играешь медленно, быстро поднять палочку и оставить ее без движения. Да? Поднимай ее медленно. Ну что, теперь перейдем к практике на барабанах, где мы можем это играть. Сейчас покажу несколько вариантов этого брейка. Звучит просто очень круто звучит. Ты можешь из этого придумать кучу брейков. Первый вариант – это брейк, который мы будем играть просто в малый барабан. Ты можешь просто целый такт играть триоли, например. Следующий вариант. Будем раскидывать акценты, то есть наши удары вниз. Будем раскидывать их по томам. Соответственно, эти акценты можем раскидывать куда угодно.
Само собой, ты можешь комбинировать, допустим, акценты с обычной 16-й триолью без акцентов, добавив в эту фишку динамики. Вот и все. Самое главное, не спеши. Играй качественно, акценты. Отпускай палку. Пусть она под своим весом упадет. Отрабатывай потихоньку. Скажу, что я развил эту триоль до бешеной скорости. Но та скорость, которая у меня есть при игре этих 16 триоль, мне ее достаточно. Ну и не забывай оставить комментарий, помогла ли тебе эта фишка начать играть вкусненько, с аппликатурой, с акцентиками. Напиши, придумал ли ты брейк из этой фигуры какой-либо или нет. Пока. Тебя люблю.